Приветствую всех на своем канале, меня зовут Наталья, и сегодня я вам хочу показать, как сделать вот такие бантики из ленты 2,5 сантиметра. Для сегодняшней работы я буду использовать репсовую ленту 2,5 сантиметра, и бантик в готовом виде получается 8,5 сантиметров. И мне понадобится отрезки 2,5 на 20, 4 отрезка, и 2,5 на 30, 1 отрезочек. Резинка, небольшой отрезок ленты, чтобы перетянуть бантик. И для серединки я буду использовать вот такие стразы. Отрезки 20 сантиметров попарно соединяем. С двух сторон. Теперь берем ленту и перегибаем пополам. И раздвигаем ленты вот таким образом. Делаем букву В. И если мы на этой ленте поворачиваем ленту вправо, то на следующей ленте будем поворачивать ее влево. Вот раздвигаем так ленты и оставляем расстояние здесь 3 сантиметра. Затем верхнюю ленту опускаем вниз. Эту ленту наверх. Теперь эту ленту сводим в уголок и нижнюю также в уголок. Вот что у нас получается. И закалываем. Берем вторую ленту, перегибаем пополам и отодвигаем влево. Оставляем 3 сантиметра. Затем верхнюю ленту под низ, верхнюю наверх. Уголок верхней ленты сводим вот сюда и нижнюю. Вот таким образом. И закалываем. Берем иголочку с ниточкой и будем сшивать. Первый прокол делаем сверху. 1, 2, 3 и 4. И одновременно надо все ленты проколоть четвертым проколом. Еще раз иголочкой проходим через все ленты насквозь. Это у нас будет первый, второй, третий и четвертый. Извините, мои соседи шумят сегодня. И стягиваем. Несколько раз прошиваем туда-сюда и затем закрепляем. Вот что получается. Также сшиваем вторую ленту. Две части бантика склеиваем между собой. И даем клею закрепиться. Чаще я сшиваю ленты сразу вместе, но в этом случае лучше сшить отдельно и затем склеить. Беру ленту 30 сантиметров и складываю вот таким образом. Оставляю примерно 1 сантиметр с каждого края свободной ленты. Перегибаю пополам и отмечаю серединку. И закалываю.
беру иголочку и сшиваю. На каждой ленте делаю 4 прокола. 1, 2, 3, 4. И вторая лента. 1, 2, 3, 4. Стягиваю бантик и закрепляю. И затем расправляю. И, конечно, делаю закрепку. Обе детали подготовлены, и теперь склеиваю бантики вместе. Все выравниваю и прижимаю. На обратной стороне подклеиваю резинку. И небольшим отрезком узкой ленты перетягиваю бантик. Обязательно все расправляем, иначе потом, когда клей закрепится, уже не расправить. Второй раз я обычно клей снизу не наношу, чтобы не испачкать резинку. Подрезаю лишнее, запаиваю и все подклеиваю. Мне осталось подклеить серединку и подрезать уголки ленты. Лента у меня клеющаяся, но я все равно ее клею на клей, чтобы она лучше держалась. Лишнее обрезаю и все подклеиваю. Мне остается расправить бантик, и бантик готов. Извините, бантик не готов. Забыла обрезать края. Подрезаю с одной стороны и с другой. И обжигаю. Вот теперь бантик готов. Посмотрите, какая красота получилась. Надеюсь, вам мое сегодняшнее видео понравилось и было полезным. Вы узнали что-то новое. А на сегодня все. До следующих встреч. Пока-пока.